Всем привет! Меня зовут Николай Ярмоцик. Вы на канале On Your Mark Triathlon News. И сегодня мы разберем игры Олимпиады в Афинах 2004 года. В Сиднее в 2000 году мир впервые увидел олимпийский триатлон. Саймон Уитфилд стал золотым призером, придя из ниоткуда. Но это было лишь начало. Через 4 года наш спорт приехал туда, где когда-то родилась сама идея Олимпийских игр. В Грецию, в Афины. Солнце, море, жара и 51 триатлет, которые должны были доказать, триатлон это уже не экспериментальный олимпийский формат. В Афинах это был уже зрелый спорт, уже выстроенные тактики, уже сформированные звезды. И все же все пошло не так, как планировалось, как это и случается на Олимпиадах. Сидней дал триатлону место на олимпийском пьедестале. Афины должны были доказать, что это место заслужено. И менее чем через 2 часа после старта Олимпиады Афины запомнят двух новозеландцев, которые превратили олимпийскую гонку просто в командную дуэль. И одного очень молодого швейцарца, который удержал бронзу, когда многие фавориты уже перегрелись на афинской жаре. В 2000-м это был эксперимент, неоднозначный и критикуемый. Многие эксперты скептически наблюдали за первой олимпийской гонкой в Сиднее, сомневаясь, выживет ли этот вид спорта вообще в олимпийской программе. Афины это другое. Здесь собрались те, кто 4 года готовился именно к этому дню. И к 2004 году Афины собрали звездный состав. В Новой Зеландии 2 лидера: молодой чемпион мира Бивен Докерти и опытный Хэмиш Картер. У Австралии Грег Беннет и Питер Робертсон. У Канады олимпийский чемпион Саймон Уитфилд, у Испании Иван Рана, у США Хентер Кемпер, у Швейцарии Свен Ридерер и Оливье Марсо. Да, именно Швейцарии, но в Сиднее он был еще сборной Франции. Мы помним в нашем видео про Сидней 2000-го. В 2004 году уже сборная Швейцарии. Да, такое бывает в профессиональном спорте. Спортсмены меняют гражданство. Каждый приехал со своей историей. Теперь у каждого есть менее 2 часов доказать, кто на что способен. Ведь олимпийская гонка отличается от Кубка мира. Здесь нет второго шанса через неделю, месяц опять выйти на старт и доказать, что ты готов. Здесь не важно, сколько ты раз был на подиуме до этого. Важно только то, как ты переживаешь конкретный день на главных играх четырехлетия. Утро 26 августа 2004 года выдалось жарким. Уже в 7 утра температура превышала 25 градусов. К 10 моменту старта она поднялась до 30. Для северных европейцев, для канадцев это была настоящая тепловая атака. 50 атлетов из 26 стран заняли позиции на стартовой полосе. Хотя в стартовом листе был 51 атлет, венгер Чаба Кутор не вышел на старт вовсе по непонятным причинам. Они стоят у воды и понимают, следующие 2 часа нельзя будет спрятаться. Любая слабость сразу станет заметной. Позиция в воде при массовом старте критически важна. Опытные спортсмены знали, первые 200 метров это хаос, борьба за место, первые контакты. И вот выстрел. 50 атлетов одновременно врывается в воду. Первые 100 метров чистый инстинкт. Здесь нет тактики, есть только воля к выживанию в толпе. Уже через 300 метров формируется первая группа. Несколько быстрых пловцов уходят вперед. Плавательный этап в Афинах не стал тем местом, где Олимпиада была выиграна, но он стал тем местом, где нельзя было проиграть слишком уж много. На такой гонке задача фаворитов — выйти из воды в первой большой группе или рядом с ней. Потеря 30-40 секунд могла означать тяжелую погоню на велосипеде и лишние затраты перед бегом. По официальным сплитам одни из самых быстрых в воде были Энди Потс, эстонец Марко Альберт, украинец Владимир Поликарпенко и японец Хирокацу Таяма. Но главные медалисты были совсем рядом: Докерти, Ридер, Картер, Беннет. Это означало главное: фавориты не потеряли гонку в воде. Конрад Штольц, например, из ЮАР, нам уже известный герой, которому просто не зашел бег на Сиднейской Олимпиаде, показал 49-й результат в плавании из 50. Впоследствии не финишировал вовсе. Тайлер Баттерфилд из Бермудских островов. Катастрофическое отставание уже на плавании. Шансы на медаль практически нулевые с самого начала, но итоговое 35 место. Этап плавания прошел стабильно, почти для всех. Температура воды не позволяла использовать гидрокостюм. И впереди еще 40 километров вело и 10 километров бега по афинской жаре выше 30 градусов. Первая транзитка — критическая зона. Каждая лишняя секунда здесь — это метры отставания.
Ведущая группа вышла компактной, спортсмены стартовали практически одновременно. Предстояло преодолеть 5 кругов по 8 километров и на каждом круге подъем, достаточно крутой, чтобы измотать всех лидеров. Бразильцу Морейра, например, велоэтап не зашел сразу. На первом же подъеме он поехал, как будто уже намотал несколько кругов по этой трассе, но это было только начало. У него в итоге последнее место велоэтапа, но итоговое 41-е. Примерно на 23-й минуте всей гонки после первого же подъема 9 человек уезжают в отрыв. Пелотон вытягивается, и вторая группа висит в паре секунд, а там и основная пачка недалеко. В этот момент, к сожалению, местной публики сходит с дистанции грек Василиос Крамудас. С большим сожалением он просто бросил велосипед. Техническая поломка не позволила продолжить гонку. В голове группы без изменений. Лидеры уехать далеко пока не могут, но и догнать их тоже не получается. После первого круга в голове группы 14 человек. В 15 секундах от них также 14 человек во второй пачке. И еще 8 висят в 30 секундах от лидеров. На втором круге в подъем австралиец Робертсон попытался отсеять преследователь. Его поддержали несколько человек, но на равнине снова все вместе. Олимпийский чемпион Саймон Уитфилд теряет контакт с группой на втором круге, но продолжает бороться, хотя видно, что не совсем его день. На третьем круге 2 швейцарца и 2 новозеландца практически одновременно тянут в подъем. С ними уезжает британец Джонс и француз Белабре. 6 лидеров в отрыве образовались молниеносно. Сработались сразу же, и видно было, что сыграла роль командная работа. 2 сборные и 4 представителя в лидирующей группе. Возможно, лучшее командное решение всей Олимпиады. Это была командная игра в индивидуальном виде спорта. Редкость, которая сработала. Новозеландцы Картер и Докерти тренировались вместе, были близкими друзьями и при этом конкурентами. Но на велотрассе они работали как команда, сменяли друг друга и не позволяли никому из конкурентов диктовать темп. Новозеландцы понимали, если они первыми придут ко второй транзитке в ведущей группе, то на беге при их уровне у них будут лучшие шансы, чем у кого-либо. Имеется в виду шансы сборной, а не отдельного спортсмена. Вторая пачка в это время только смотрела друг на друга и ждали, кто поведет их дальше. 3 круга, 6 лидеров закончили уже с преимуществом в 29 секунд от преследователей. На 4-м круге лидеры уже не дергались, а просто сменяли друг друга тактически. Но вот был тот, кто не согласен был отставать и просто жаждал оказаться с лидерами. Это австралиец Грег Беннет. Пытался переложиться к лидерам в одиночку, ломая передачи в подъем. У лидеров же разногласий не было, и все четко отрабатывали смены как в гору, так и на равнине. На последний круг лидеры уехали уверенно, с преимуществом от преследователей из 9 человек в 32 секунды. Еще 10 человек были в 1,5 минутах от лидеров. Испанец Иван Рана либо потерял контакт с ведущей группой, либо тактически просчитался. Для человека, приехавшего фаворитом на Олимпиаду, это было началом катастрофы. Питер Робертсон был на велоэтапе немного быстрее испанца, но в итоге 24 место. Что произошло с Робертсоном на беге, его 35-55, это отдельная история. 39-й результат бега, при том, что он способен был бежать из 32 минут. Жара, которая многим в тот день ломала планы. Саймон Уитфилд ехал не с лидерами во второй группе. Его шансы на медаль с каждым кругом таяли. Ведущая группа из 6 спортсменов входила во вторую транзитку с отрывом от второй пачки примерно в 45 секунд. Теоретически был еще шанс для всех отставших. Рана, Уитфилд, Робертсон могли реализовать свои беговые таланты с такого отставания, но жара за 30 градусов и как поведет себя организм после изнурительного велоэтапа неизвестно. Все данные показывают, насколько важен был велосипед для Картера и Докерти. Картер показал лучший велосипедный сплит. Докерти имел 4-е время на велоэтапе, но с лидерами рядом. Ридерер также оказался среди лучших на велосипеде. Именно эта группа и создала будущий подиум, достаточно резво влетев в транзитку после велоэтапа. После второй транзитки гонка наконец показывает, что вообще происходит на трассе. На бег вышли практически вместе Картер, Докерти, Ридерер, Марсо, Джонс и Белабре. 2 швейцарца, 2 новозеландца, британец и француз. Ведущая шестерка, жара невыносимая. Набережная пригорода Афин как раскаленная сковородка.
Первый километр разведка, никто не рвет вперед. Темп примерно 3:10-3:15 на километр. Все наблюдают друг за другом. Через 45 секунд все те же 9 преследователей тоже в транзитке. А там Тим Дон, Расмус Хеннинг, Грег Беннет, Питер Робертсон. Те, кто еще может отыграть и минуту на беге. Ну и почти через 2 минуты третья пачка, среди них Иван Рана и Саймон Уитфилд. Бивен Докерти, выбегая из транзитки, забыл снять шлем. На ходу бросил его в корзину, но штраф за это не получил. Сейчас бы уже 15 секунд отстоял в пенальти-боксе, и неизвестно, какой же был бы расклад на финише. Тогда даже судья отвернулся, мол, и ничего страшного, жара бывает. С первых километров становится ясно, Новая Зеландия контролирует гонку. Картер и Докерти не просто находятся впереди, они диктуют темп. Рядом держится Свен Ридерер, но главная дуэль уже читается. Два новозеландца идут к золоту, и кто-то из них должен будет проиграть своему же товарищу по команде. Беннет выглядит лучше всех. На первых 2 километрах он действительно движется гораздо легче других, несмотря на жару, и вскоре легко добирает Марсо и Белабре, идущих на 4 и 5 местах. И также легко он их и обходит. Казалось, жара ему даже помогает, и надо сказать, бежал он очень уверенно по сравнению со всеми. На последний круг лидеры ушли тем же составом, и Грег Беннет позади них в 30 секундах. Мексиканца Росса догнали на круг, но он нашел в себе силы еще и пробежать с лидерами небольшую часть дистанции. Ридерер держался в борьбе за золото большую часть бега, но ближе к финалу начал терять контакт. Примерно за 1,5 километра до финиша он начал отставать. Это момент, когда бронза еще не гарантирована, но золото уже уходит вперед. Остаются 4 в реальной борьбе: Картер, Докерти, Ридерер и уверенный Беннет. Последний километр. Картер делает ускорение. Докерти отстает, но терпит. Ридерер уже примерно в 10 метрах позади. На решающем участке Картер отрывается. Финишная прямая. Последние 100 метров. Картер делает ускорение. Докерти уже позади. Хэмиш Картер – олимпийский чемпион. Золото у Новой Зеландии, и 8 секунд, ровно 8 секунд разделили 2 друзей и соперников. Бивен Докерти – серебро Олимпиады. Ну а бронзовый призер несказанно рад своему успеху. Свен Ридерер увозит 3-е место в Швейцарию. И сразу же у него за плечами мерцает наш преследователь Грег Беннет и 4-е место. Грег Беннет, несмотря на статус фаворита, оказался в более сложной позиции. На бумаге разница кажется небольшой, но на Олимпиаде эти секунды превращаются в психологическое давление. Если смотреть просто, это выдающийся результат. 4-й на Олимпиаде среди лучших в мире. Но в контексте его карьеры и ожиданий это была потерянная медаль. Такая же, как у Дмитрия Гага в Сиднее в 2000 году. Беговой сплит Беннета был почти лучшим в гонке — 31:53. Быстрее пробежал только Хантер Кемпер — 31:51. Но вопрос в том, что к бегу Беннет уже должен был закрывать разрыв от лидеров, а не диктовать гонку. И вот долгожданная медальная церемония. 3 топ-атлета на вершине триатлонного мира. На подиуме 28-х летних Олимпийских игр. Хэмиш Картер, 33 года. Это был его последний шанс. В Сиднее он провалился на 26 место. 4 года он шел к этому мгновению. Его тренер говорил после: Хэмиш был в лучшей форме своей жизни именно в этот день. На пик формы попали идеально. Бивен Докерти, 27 лет. Молодой, амбициозный. Победитель чемпионата мира 2004 года. Он хотел золото. Иногда олимпийская гонка превращается в национальный праздник, но внутри этого праздника всегда есть личная боль. Для Новой Зеландии последние километры Афин — это мечта. Золото и серебро почти обеспечены. Для Картера и Докерти это жестокая дуэль, потому что второй проиграет не случайному сопернику, а человеку из той же формы, из той же системы и из той же страны. Докерти был человеком будущего, но Картер в этот день бежал как человек, которому уже нечего откладывать. Его карьера уже была в той точке, где олимпийский шанс мог и не повториться. И именно это делает финиш таким сильным. Бивен Докерти проиграл золото, но доказал, что он часть элиты на годы вперед. Свен Ридерер удерживает бронзу. Его сплиты показывают ровную гонку. Он не выиграл плавание, не выиграл велосипед, не выиграл бег, но в каждом этапе был достаточно высоко, чтобы остаться в борьбе.
Для Швейцарии бронза продолжила сильную олимпийскую линию в триатлоне после женского золота Бригит Макмен в Сиднее. Швейцарская школа снова доказала, что умеет готовить спортсменов к большим дням. Никаких скандалов, никакой случайности, просто молодой спортсмен, идеально попавший в свой день. Самый возрастной заметный участник мужской гонки Леонардо Масседа из Бразилии, родившийся 18 марта 1968 года. На день гонки ему было 36 лет. Он финишировал 31-м. Самый молодой заметный участник Даниил Сапунов, родившийся 5 апреля 1982 года. На день гонки ему было 22 года. Уроженец Украины, он выступал за Казахстан и финишировал 17-м. Очень сильный результат для молодого спортсмена. Ну и мой личный герой этой гонки — это Марк Дженкинс. Финишировал последним с флагом своей страны в руках. После часа и 3 минут гонки у британца была поломка велосипеда. Видно было, что заклинило колесо, и он попытался приподнять велосипед, дабы хоть как-то его катить. Ну а дальше никто из операторов не понимал, что происходит. Самый запоминающийся необычный эпизод мужской гонки. В исторических обзорах этот момент часто выделяют отдельно. Дженкинс завершал часть велоэтапа, неся сломанный велосипед на плечах. В спортивном смысле это не влияло на медали, но это очень сильная сцена. Человек уже не борется за результат, но отказывается просто исчезнуть с гонки. Это не смешной момент в прямом смысле, это скорее момент, понятный только самому спортсмену. На фоне элитной гонки, где секунды решают судьбу медали, спортсмен несет свой велосипед как крест, с невероятным желанием закончить гонку и не сходить с дистанции. Марк Дженкинс финишировал последним в Греции. Однако британский атлет создал один из самых культовых моментов Олимпийских игр 2004 года, пробежав 2 километра велосипедного этапа со сломанным велосипедом на плечах. Ведь для него это Олимпиада и ничто иначе. После Афин 2004 года никто уже не мог говорить о триатлоне как о нишевом олимпийском виде. Все это было наглядно продемонстрировано 26 августа 2004 года на набережной в Улягмени в пригороде Афин. Афины 2004 — это момент, когда олимпийский триатлон вырос из дебютанта в полноправного хозяина олимпийского пьедестала. Спасибо, что досмотрели до конца. Это был канал On Your Mark Triathlon News. И да, до игр Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе осталось всего 769 примерно дней. А до этого момента мы вам расскажем уже о всех прошедших Олимпиадах по триатлону. Увидимся в наших следующих видео. Не забудь подписаться на наш канал.